Я хочу проверить одну гипотезу, сможем ли с помощью вайп-кода создать систему, платформу, которая будет находить крипто-альфу раньше других людей. Буду это делать пошагово вместе с тобой. Погнали. В конце видео я покажу главный промпт и как это вообще будет работать от самого начала и до самого конца продукта. Она будет находить ранние криптопроекты, интересные активности, аирдропы и так далее. И мы сегодня начнем с первой серии. Будет несколько серий. Сегодня мы подготовим полностью весь фундаментал. И в конце видео я расскажу и покажу главный промпт, который мы будем вставлять. В принципе, ты можешь все то же самое делать у себя на компьютере. Повторюсь, будет несколько серий. Сегодня мы подготовим все инструменты, расскажу, где зарегистрироваться, как, каким способом, что вообще, собственно, нам нужно. А уже завтра, либо в следующей серии, когда ты будешь смотреть, увидишь первые коды, что нажимать, куда, в общем, все пошагово. Итак, собственно, нам нужно несколько инструментов. Это GPT, это Claude, браузер и расширение внутри курсора, который мы также скачаем. И это GitHub, чтобы наш код сохранился и мы могли апгрейдить, если говорить по-простому его, что-то добавлять, сохранять, по-другому коммитить все наши изменения. Давайте начнем с самого начала. GPT есть у всех, вы можете подключить. У меня GPT 5.2 Go. Как бесплатно сделать на год, в YouTube есть ролики, либо в абсолютно бесплатном доступе он также есть. И нам понадобится Claude. С самого начала нужно зарегистрироваться. Claude.ai. В России этот сервис недоступен, но сейчас мы через виртуальный номер зарегистрируемся вообще без проблем. После этого нам на почту придет сообщение, которое мы должны открыть, либо код. Все, после того, как вам на почту пришло, нажимаете вот сюда по ссылочке, открывается новая страница Claude. Старую можно закрыть. Здесь вводим дату рождения, абсолютно любую, главное выше 21 года. Короткая, но полезная инфа. Я выделил уникальные преимущества торговли на бирже BingX. Одни из самых низких комиссий, огромное количество торговых пар, упрощенная возможность получения VIP-статуса. Конечно же, удобный и практичный интерфейс самого приложения. И самое главное, быстрое решение любых вопросов через меня лично. Ссылочку на регистрацию я оставил в описании. А теперь продолжаем. И тут нам предлагают, какой план нам нужно. Есть бесплатный, он тоже вам абсолютно подойдет, но будет реализация гораздо дольше, потому что очень мало дают на различные действия токенов. Здесь же посередине у нас Pro версия, в долларах это $20 помесячная оплата. Я рекомендую попробовать, не пожалеть, потому что Pro версия даст очень много возможностей, а также использовать Claude внутри как расширение самого курсора. До этого дойдем, не пугайтесь обозначений. Здесь есть Opus 4.5, то, что нам нужно. Поэтому я рекомендую подключить именно его. Но прежде давайте нажмем бесплатную версию, чтобы мы вообще зарегистрировались. Нажимаем сюда, здесь можете все что угодно выбрать, например, кодинг. Что самое интересное, сейчас уже походу не нужно вводить номер телефона, потому что у меня без номера прямо сейчас зарегистрировалось, что я очень удивлен. Но если вдруг потребует номер, напомню, что ссылочки я оставлю в своем телеграм-канале, чтобы вы не путались. Обязательно переходите на телеграм-канал в описании. Есть herosms.com, очень удобный сервис, я сюда $3 закинул, надолго хватит. Здесь мы нажимаем получить код, это виртуальный номер, одноразовый, чтобы вам пришел код, вы его ввели и забыли. В Claude так можно. Вот здесь в поиске, если вдруг потребует номер, вводим Claude. Во-первых, вы можете пополнить, зарегистрироваться на сервисе, пополнить, там ничего сложного, либо скрипты, либо другими способами. Вводим здесь Claude, выбираем страну. У меня получалось через USA, через Польшу. Например, вводим Poland. И вот, собственно, 6 центов всего стоит номер, нажимаем и выбираем любой доступный. После этого у вас есть номер, вы его уже вводите, соответственно, в плане регистрации, нажимаете «Отправить код», вот сюда приходит код, вы подтверждаете и номер исчезает. Если же вы не использовали этот номер, вы спустя 2 минуты можете нажать крестик, деньги вернутся, попробовать другой номер, либо другую страну. Далее на наш компьютер нужно установить платформу по-простому, где, собственно, все коды и вписываются. Вы можете установить VC-код, либо в самом простом терминале, но это неудобно. Самый удобный это курсор. Это улучшенная версия VC кода, если можно так сказать. И вы скачиваете, выбираете операционную систему, которая вам нужна, и скачиваете. Выглядит она следующим образом. Я вот здесь установил, давайте откроем. И чтобы в этом курсоре, в этой платформе появился наш Claude, который будет печатать за нас весь код, нам нужна Pro-версия. В самом курсоре тоже есть агент, вот здесь можете посмотреть New Agent, но в нем контекстное окно очень короткое.
Что такое контекстное окно? Это когда огромная у вас уже переписка, и сам бот, сама модель не запоминает, либо открывает новое окно, нового агента. И это не очень удобно. Чтобы избежать такого, нам нужен Claude. Подписка, кстати, здесь тоже стоит около $20, но я рекомендую именно Claude. Для этого мы переходим сюда. Нажимаем на наш профиль, Upgrade план, стоит она $20, выбирайте USA, вводите карту. Если у вас нет карты, по которой можно оплачивать, все очень просто. Раньше я оформлял Bybit, до сих пор ей пользуюсь, но сейчас супер простой вариант. Это платформа Заруб есть, я там оплачивал OpenAI, то есть API-шку именно через него. Ссылочку также оставлю в телеграм-канале. Выглядит он следующим образом. Здесь выпустить карту в 2 секунды. Просто выпуск карты стоит $8 и пополните минимум на 10 нужно. И все. И этой картой вы можете пользоваться абсолютно везде. Если у вас есть какие-то знакомые, можете вообще партнерку подключить. И вот такие вот реферальные плюс $1, плюс $2 так или иначе будет вам помогать во многих сервисах. Поэтому сделали очень удобно. Не нужно заморачиваться, если вы с РФ, просто смело можете оформлять такую карту, оплачивать OpenAI и другие платформы. После того, как вы создали карту, $8 стоит, 10 на 10 пополнили, вот сюда нажимаете фиолетовая иконка. Здесь вся информация по вашей карте, имя, адрес. Это для того, чтобы вы внесли уже в том же Claude вот сюда всю информацию и оплатили ваш тариф. Давайте мы перейдем в сам курсор, как его установить. Вот сюда вот. Во-первых, это площадка, в которой мы будем работать. Здесь у нас будет слева, давайте сразу открою, папки, различные файлы, в которых находятся коды. Внизу у нас будет сам терминал, куда мы будем определенные команды вводить. И нам нужно открыть в расширении Claude. Вот здесь сверху, слева вы можете увидеть вот такие вот квадратики. И вот Claude код, либо в поиске ввести от Антропика, обязательно не ошибитесь. Нажимаете на него, здесь кнопочка Install. После этого, как нажали, справа вверху троеточие будет и Claude код Open. И вам предложит он авторизоваться. Вы авторизовываетесь, открывается вот такое окно. И вот здесь мы уже вводим готовый промпт пошагово. И он будет слева вот здесь вот печатать, показывать все файлы, есть какие-то ошибки, вообще все мы будем делать здесь. Это главное, то есть если вы это сделали, вы уже практически 80% всей работы настроили. И последний инструмент, который понадобится, ну в принципе Claude код за вас все будет делать, это GitHub. Просто зарегистрируйтесь там, мы будем создавать репозитории. Это определенное, можно сказать, хранилище вашего кода. Именно здесь можно будет изменить ваш проект, добавить, чтобы другие увидели и так далее. Вообще рекомендую, если вы хотите начать заняться веб-кодингом, развивать свое портфолио в GitHub, это в будущем очень поможет. В ChatGPT у меня есть готовый промпт, для чего вообще каждая нейронка, почему я в разное делаю. Расскажу вкратце. ChatGPT — это мозговой штурм. Здесь я обдумываю идеи, как, что, то есть с самого начала. И уже когда у меня есть какой-то готовый ТЗ, готовый промпт для Claude, то есть не пошаговый, а готовый, целый. Соответственно, вы пишете: хочу такой продукт, чтобы было то. Чем детальнее вы напишите, тем лучше. И пишите: пришли мне готовый промпт для Claude. Он присылает, вы копируете, переходим с самого Claude и сюда вставляем. И он пошагово будет присылать коды. И эти самые коды мы как раз таки будем пересылать уже вот сюда. Кому-то покажется это сложным, но на самом деле это правильно так делать, потому что все должно быть структурировано, тогда будет меньше ошибок и быстрее настроена автоматизация. Опять же, каждый использует свои нейронки, я показываю, как я буду делать, вы можете повторять за мной. Теперь самое важное, какую, собственно, модель выбрать: Haiku, Opus, Sonnet. Вкратце скажу, Haiku — это самая быстрая модель, но с ней можно на какие-то простые вопросы общаться, какие-то темы, минимально токенов хавает, но, соответственно, она очень мало думает. Sonnet — это самая сбалансированная версия, потому что она умеет и кодировать, и грамотно, расширенно, углубленно общаться. Если вы какую-то сложную архитектуру строите, то уже подключайте Opus. Opus на данный момент я, наверное, подключу, чтобы просто он выдавал правильные коды, а в самом курсоре у меня стоит Sonnet. Вы можете настроить как вам угодно. В настройках можете поменять
соответственно, модель. Если не знаете как, напишите в комментариях, подскажу. Но здесь у меня будет опус стоять. После этого я отправляю ему просто промпт и пишу, примерно так пишу: разбей по шагам весь ТЗ, грамотно структурируй план, присылай мне промпты кодов. Также можете написать: я новичок, начинай прямо с создания папки, чтобы более детально было. Давайте нажмем отправить, и он нам создаст пошаговый план разработки. И уже вот эти готовые шаги в следующих сериях мы будем отправлять в курсор. Самое важное, ребят, когда мы переходим в курсор, тут есть тоже 3 режима внутри расширения. Это Ask Before, то есть здесь просто мы что-то спрашиваем, анализируем, как общаемся. В принципе, я практически не пользуюсь. И вторыми 2 я пользуюсь. Это Edit Automatic, то есть здесь как раз таки самый нужный нам режим, то есть мы просто отправляем промпт, он без нашего ведома все делает. Единственное, мы можем Yes там нажимать, подтверждать, то есть прочитать. Ну, в принципе, всегда вы будете Yes нажимать. И если вдруг какая-то ошибка, либо мы где-то застопорились, есть план мод, то есть пишу: там-то ошибка в таком файле, давай сделаем некий план, как мы можем ее решить. Но опять же, если долго вы не можете какую-то проблему устранить. Все, и вот это мы в следующей серии будем вставлять и начинать уже билдить. Будем смотреть, как это выглядит, что стоит добавить в самом конце. Сначала мы создаем оболочку MVP продукта. И самый важный момент: напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в этом продукте. Возможно, ваша идея с комментария будет реализована в следующей серии.